Добрый день, мои дорогие любители вязания! Сегодня мы с вами будем разбирать вот такой вот квадрат. Этот квадрат из журнала Дуплет. В первых видеокадрах вы видели, как бы страничку с этого журнала, да, который нам предлагает платье. Но если присмотреться, то платье связано не из этого мотива, там большее количество лепестков, но как вариант, я думаю, это возможно. Мы с вами на прошлом видео, в прошлом уроке разбирали вот такой вот мотив, да, смотрите, они чем-то перекликаются между собой. Поэтому, я думаю, будет интересно посмотреть и этот вариант. Так что давайте приступим. Начинаем мы с вами с первой воздушной петельки и еще 12 воздушных. 2, 3, 4, 5. 12 воздушных петель мы с вами связали. Соединяем в кольцо. Хвостик вдоль. 1, 2, 3. Это будет столбик, накид. Заходим в колечко и будем вязать с вами столбики с одним накидом. Таких столбиков у нас должно быть 24, учитывая петли подъема. 24 столбика мы с вами связали, соединяемся с первым. И вот теперь мы должны с вами сделать вот такие вот маленькие арочки. Видите? Вот. Как мы их с вами будем делать? В принципе, можно было бы, наверное, и не делать, но по схеме они есть, поэтому давайте сделаем так, а вы можете уже с вами откорректировать, как вам больше понравится. Я сделала одну воздушную петлю, это будет у нас как бы столбик, и еще 3, еще вернее 2, итого 3 петельки. Вот мы с вами считаем, что у нас первый столбик и второй. Значит, я между вторым и третьим зашла, связала столбик без накида. 3 воздушных петли, ой, господи, 2 воздушных петли. Вот получается первый, и во второй столбик, вершинку, мы с вами связали столбик без накида. 2 воздушных, по большому счету получается вот между вторым и третьим 2 воздушных, это у нас был третий, в четвертый сам столбик. И так мы с вами чередуем 2 воздушных петельки между вторым и третьим, 2 воздушных петельки именно в четвертый. Так, смотрите, у нас должно с вами здесь получиться по кругу 16 арок. Вот таких вот 16 арок. У меня здесь 15. Последнюю арку я 2 воздушных петельки. Помним, что у нас здесь была воздушная петля, как бы соответствующая столбику. И я связала соединительную. 16 арок у нас с вами получилось. С этой точки я вяжу 1, 2, 3. Накид. Захожу под первую арку. Вот она, первая арочка в нее. И вяжу 1 столбик. Накид и второй столбик. 1 воздушная петелька. Накид. Захожу в следующую арку. Или даже давайте так, чтобы не сбиваться, заходим вот в этот столбик в первый и вяжем первый столбик с одним накидом. Первый. Под арку вяжем 2. Это второй и третий. Накид. Четвертый мы с вами вяжем сам столбик. И под арку 5 и 6. Теперь 1 воздушная петля. Накид. Можем заходить в столбик, а можем заходить, у нас получается между вот этими 2 столбиками должно быть 6 столбиков с одним накидом. Заходим или сюда, смотрите сами. Столбик первый, под арку второй, третий,
сам столбик 4 и подарку 5 и 6. Одна воздушная петля, накид, и продолжаем дальше. Итак, смотрим. Вот мы с вами начали вязать, да, теперь у нас вот первый 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Вот у нас с вами второй, вот третий. Я когда начала вязать не в столбик, а именно под арочку, видите, более чуть-чуть просматривается у нас как бы лепесток или набор первых 6 столбиков. В итоге, вот смотрите, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. И вот это у нас 8 листик или 8 лепесток нашего цветка. Накид, и мы с вами должны сюда связать еще 3 столбика для того, чтобы завершить вот второй и вот третий. И соединиться с третьей петелькой подъема. Вот у нас получилось 6 столбиков как бы первого лепестка. Далее 1, 2, 3 лепесток, накид. Я захожу и вяжу рельефный столбик. Первый, накид, и мы заходим с вами с лицевой на изнанку, выводим крючок на лицевую и второй рельефный столбик. Теперь у нас идет 2 воздушных петельки, накид. Опять-таки все здесь столбики вяжем рельефными. Дальше первый, вот второй, накид, и вот третий столбик. Три столбика связала, это у нас как бы следующий лепесток. Одна воздушная петелька, накид, и вот эти 3 столбика оставшие тоже вяжем рельефными. 1, второй и вот третий. Теперь 2 воздушных петельки, накид, и эти вот 6 столбиков провязываем точно так же, как и первые, полностью связанные. То есть 1, 2, вот 3, 1 воздушная петля, накид и следующие 3 столбика. Так вяжем по кругу. Итак, смотрим, мы с вами обошли все по кругу. Вот с этой точки мы начинали. Последних 3 столбика, 1 воздушная петелька, и мы с вами заходим в третью петлю и соединяемся. Вот так выглядит у нас с вами изнанка. Вот так выглядит лицо. Далее 1, 2, 3 накид. Мы опять с вами вяжем рельефный столбик. Первый накид и второй. Теперь мы вяжем с вами 1, 2, 3 накид. Зашли в следующий лепесток, он у нас повторяется. 1, 2 и вот 3. 1 воздушная петля, накид, и эти 3 столбика подряд. 1, второй и третий столбик. У нас получается между одним и вторым лепестком 1, 2, 3. На схеме вроде показано 4, но мне кажется многовато. Смотрите сами. Итак, мы с вами продолжаем. Обошли мы с вами все по кругу. Видите, уже четко просматриваются лепестки. Вот мы с вами начинали. Последние 3. 1 воздушная петля, и мы соединяемся с третьей петелькой подъема. И завершаем очередной ряд. Следующий ряд. 1, 2, 3. Накид. Рельефный. Первый. Рельефный. Второй.
1, 2, 3, 4. Я захожу под арку, вяжу столбик без накида. 1, 2, 3, 4. Накид. Вывязываем первый столбик рельефный, второй столбик, связали 2. А теперь вот эти 2 столбика мы с вами соединим в один. Накид. Я вяжу недовязанный столбик рельефный, накид, и следующий недовязанный столбик. И теперь их соединила вместе. Накид. Следующих 2 мы полностью провязываем рельефными. И 6-й как бы столбик. Вот что у нас с вами получается. Сюда мы вяжем с вами 1, 2, 3, 4 под арку. 1, 2, 3, 4, накид, и пошли на следующий лепесток. Обошли мы с вами. Что теперь? Я связала последние 2 столбика, у меня остался 1 столбик. Я делаю накид, захожу в него, вяжу и захожу теперь вот в петельку подъема и соединяю вместе. Вот мы с вами как бы соединили 1. Далее 1, 2, накид. У нас с вами вот второй столбик я зашла, и мы их соединили вместе. Накид последний я связала отдельно. 1, 2, 3, 4. Зашли под арочку, столбик без накида. 1, 2, 3, 4. Под арочку, столбик без накида. У нас остался лепесток. Смотрим. 1, 2, 3, 4. Накид. Заходим, вяжем первый столбик. Теперь вот мы должны вот эти столбики соединить вместе. Здесь у нас как бы 1, то есть первый, второй и третий. Накид. Я захожу в этот столбик, не довязала. Накид. Здесь показано, можно рельефный делать, зайти вот так вот, да? А можно сделать просто обычный столбик. Смотрите сами. Накид. И вот последний, третий столбик. Вот у нас с вами 3 столбика. Мы их соединили. Накид. Я захожу в последний и связала последний столбик. Вот так. А вот эти вот арки мы с вами провязываем точно так же. То есть все повторяем. На изнанке вот что у нас с вами получается. Видите, он объемный. Обошли мы с вами все. И вот дошли до точки, где мы с вами начинали наше вязание. Последние 4 петельки. 1, 2, 3, 4. Накид. Первый столбик мы вяжем с вами полностью. Да? А вот мы вязали с вами, ну, как бы соединяли вот эти 2, и нужно соединиться с этим. Я делаю накид, захожу под следующий столбик, ну и как бы вот мы с вами соединили их в одну точку. Да? Теперь у нас идет обвязка последняя, вот такие вот углы. Но если мы посмотрим, да, мы сейчас с вами свяжем вот такие уголки и свяжем вот такие уголки. Почему? Потому что с этим углом соединиться сложно. Поехали дальше. 2 воздушных петли сделаю, как бы будет столбик. И дальше 1, 2, 3, 4. Мы зашли с вами под арку, столбик без накида. 1, 2, 3, 4. Под следующую арку столбик без накида. 1, 2, 3, 4. Следующая арка. И еще 4 петельки. 1, 2, 3, 4.
я захожу вот как бы в центральную столбик и связала столбик без накида. И далее мы с вами вяжем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и еще 6 петель. 1, 2 и 5, 6. Я опускаюсь на первую арку и вяжу столбик без накида. Далее 1, 2, 3, 4, 5, 6. Здесь мы с вами ищем, считаем, ищем шестую петельку, соединились. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Зашли под следующую арку. 1, 2, 3, 4, 5, и вот 6. Мы ищем с вами первую арочку, вернее первую петелечку, соединились. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Опустились, соединились. И 1, 2, 3, 4, 5, 6. И, конечно, соединились теперь вот с этой вот петлей. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Зашли. 8 воздушных петель мы с вами связали и заходим в вершину нашего цветка и связали столбик без накида. Вот так у нас выглядит угол. Это как бы по схеме, да? Но если мы говорить о соединении, то тут можно подумать о том, как их соединить. Давайте мы с вами сейчас разберем, как можно соединиться. Вот такой вот сделать уголок. Сейчас просто столбиками без накида, воздушными петлями 1, 2, 3, 4 дойдем до следующего угла. Как вязать вот такие уголки, мы с вами разобрались. Теперь давайте посмотрим, если мы хотим связать вот такой вот уголок. Я сделала все 3 соединения с арками. Теперь вяжу 1, 2, 3, 4, можно 5. Зашла вот в первый столбик. И вот так вот соединилась. Ох, тут мы немножко. И возвращаюсь соединительными петельками. При этом, при всем, мы с вами можем взять и соединиться, допустим. Вот уже соединились и пошли соединительными петельками дальше по этому колечку. Дошли вот так. И теперь 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Опустилась на вот эту точку. 1, 2, 3. Мы можем сейчас зайти, вот, допустим, сюда. 2, да? Ой. Второй со второй петелькой, теперь 3, 4 и перейти вот сюда. 1, 2, в следующую арочку. 3, 4, перейти вот сюда. Ну, как-то вот можем соединиться вот таким образом. Да? И здесь по ходу движения еще 4 квадрата, если нам это нужно. Итак, я соединилась с вот всеми этими арочками. И вариант можно соединиться с этой большой аркой. Здесь мы с вами не соединялись. Можно попробовать и такой вариант соединения. И в итоге вот соединилась с этой петелькой. Вы можете попробовать вариант соединения вот с такой стороной нашего квадрата.
Но в любом случае квадрат мы с вами разобрали. Он очень интересный, красивый. И на этом моменте хочу с вами попрощаться. Понравилось вам видео? Ставьте лайки, подписывайтесь. Ну а вам творческих успехов и до скорых встреч!